Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Полина. Старые джинсы, местами в пятнах от травы, местами вытертые. Выбираем самые лучшие крепкие места, остальное будем выкидывать. То, что я делаю, многие скажут, что уже такое делали и до меня. Но я всегда в этот момент вспоминаю анекдот, когда встречаются два студента с консерватории, и один другого спрашивает: «Ты почему такой печальный?» А другой отвечает: «Да ты знаешь, надо написать дипломную работу, какое-нибудь музыкальное произведение, а я ничего не могу придумать». А другой говорит: «Так ты возьми дипломную работу нашего профессора и перепиши ее задом наперед». Тот говорит: «Так пробовал». И что? Лунная соната получается. Поэтому, мои хорошие, нот только 7, а вариантов несколько миллионов, миллиардов и вообще бесчетное количество. Так вот, на подготовленных джинсовых кружочках делаем разметки. Такая, чтобы внутри можно было поместить квадрат. Я взяла размер квадрата 11 на 11 сантиметров. И еще надо, чтобы от угла квадрата до края оставалось примерно полсантиметра. Начинаем сшивать окружности между собой по намеченным линиям. Сначала соединяем их попарно, нитки не обрываем, собираем на гирлянду. У меня получилось 35 кружочков, а полотно я буду собирать 5 на 7 кружочков. Отсчитала 7 деталей, нитки обрезала. Потом эту гирлянду буду соединять с другой гирляндой. Так шьем и шьем, соединяем все вместе в одно полотно. После того, как кружочки соединены по вертикали, прошиваем их по горизонтали. Посмотрите, какое полотно у нас получилось. Теперь надо все тщательно разутюжить, чтобы эти крылышки-лепестки расправились и легли ровно. После утюга получилась вот такая красота. Вы, конечно, помните трикотажные обрезки, выпады кроя, которые я показывала в прошлом видео. Обрезать края я не буду, они мне не помешают. Тем более вы понимаете, что работать с такими обрезками кроя, у которых закручиваются края, очень сложно. Эти края можно просто подвернуть. И эти кусочки будем вкладывать внутрь наших окошек. Все края подравниваем по размеру внутренних квадратов, отворачиваем наши лепесточки и закалываем их булавочками. Сразу много цветных вкладок делать не буду, чтобы не уколоться иголочками во время работы. Будем решать проблемы по мере их поступления. Весной зеленый лук по такой цене, что его не стыдно подарить на 8 марта. На машинке устанавливаем строчку зигзаг или любую декоративную строчку и начинаем пришивать наши лепестки. Пока я шила, решила сделать еще небольшое дополнение. Красные детали прошиты с 3 сторон, а в полученные кармашки можно вложить немного синтепона или холофайбера. Тогда эти красные звездочки будут выпуклыми, а все изделие станет более объемным и пышным. Как оказалось, на моей швейной машинке зигзаг шьет не очень хорошо. Но это не критично и не смертельно. Я планирую, что это у меня будет или сидушка на кресло постелить, или половичок около кровати кинуть. И как-нибудь моя 5-я точка переживет такую глобальную проблему, неровную строчку. Главное,
что все прошито и крепко держится. Конечно, вкладыши эти можно делать разноцветными. Тогда все изделие будет смотреться веселее. Но у меня был выбор цвета небольшой, только красный. Вообще, конечно, девочки, хотела обсудить с вами такой вопрос. Меня мой сын постоянно ругает за то, что я, как блогер, шью большие глобальные проекты. Он говорит, ты посмотри, другие блогеры шьют какую-нибудь ерунду, какую-нибудь косметичку, какую-нибудь салфетку простецкую, а ты шьешь такие большие грандиозные проекты, то одеяло полностью от и до, то вот эти ковры, на которых очень много времени уходит, а выхлопа никакого. Где твои подписчики? Почему они не проявляют активность? Почему они так плохо подписываются? Где просмотры? И я говорю, так я шью для себя, я делюсь опытом. Он говорит, ты блогер, ты не швея. Девочки, поддержите меня, пожалуйста. Если вам понравилась хотя бы сама идея, поставьте класс, подпишитесь, поддержите хоть как-нибудь канал своими комментариями. А то ведь я, наверное, тоже буду шить, как все остальные блогеры, какую-нибудь ерунду и выкладывать ее с каким-то сенсационным заголовком, и чтобы эти заголовки набирали большое количество просмотров. И посмотрите, какой получается коврик. Очень эффектный, яркий и сияющий. Все наружные края получаются автоматически обработанные. Изнанка чистая, нигде ничего не торчит и не сыплется. А эти объемные вставки добавляют этому коврику особую прелесть. Уже весна. Девочки, помним, что контрастные процедуры укрепляют организм. Пейте холодное шампанское вместе с горячими мужчинами. Ну все, мои хорошие, буду заканчивать. Всем пока-пока. Пишите письма. Жду от вас дельных предложений. С вами была Полина. До скорых встреч.